Пандемия коронавируса COVID-19 показала, насколько уязвимо человечество перед лицом биологических угроз. Она уже унесла и продолжает уносить колоссальное количество человеческих жизней. С вступлением в силу в 1975 году Конвенции о запрете биологического и токсинного оружия появилась надежда, что миру удалось избавиться, по крайней мере, от тех биологических угроз, которые созданы руками людей, так как все подписавшие ее страны осознают чудовищные риски, которые несет в себе использование биологического оружия, и отказались от планов по его разработке. К сожалению, у нас есть основания полагать, что эти надежды не сбылись в полной мере. Мы созвали сегодняшнее заседание, поскольку в ходе проведения России специальной военной операции на Украине вскрылись поистине шокирующие факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, реализуемой Киевом при поддержке Минобороны США. В распоряжении российского Минобороны оказались документы, которые подтверждают, что на территории Украины сформировалась сеть из, по крайней мере, 30 биологических лабораторий, в которых проводятся крайне опасные биологические эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, толеремии, холеры и других смертельных болезней с использованием синтетической биологии. Эта работа ведется при финансировании и непосредственном кураторстве Управления Министерства обороны США по снижению военной угрозы, в том числе в интересах Национального центра медицинской разведки Минобороны США. Ключевую роль в осуществлении данных программ играла Центральная референс-лаборатория с уровнем биозащиты BSL-3 на базе Украинского научно-исследовательского противочумного института имени Мечникова в Одессе. Активную часть играли исследовательские центры в других городах Украины – Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Херсоне, Тернополе, Ужгороде, Виннице. Результаты исследований направлялись в военно-биологические центры США, в том числе в научно-исследовательский медицинский институт инфекционных заболеваний, научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида, Центр медицинских исследований ВМС США, а также в военной лаборатории Форт Детрик, которые ранее являлись ключевыми объектами американской программы создания биологического оружия. Все материалы доступны на веб-сайте нашего Минобороны, и оно озвучивает их в ходе ежедневных брифингов. Я остановлюсь на наиболее ярких примерах. Нашим военным стали известны подробности проекта ЮПИ-4, который реализовывался в лабораториях Киева, Харькова и Одессы. Его целью является изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла. В рамках еще одного проекта в качестве переносчика потенциальных агентов биологического оружия рассматривались летучие мыши. Среди приоритетных направлений для изучения фигурируют бактериальные и вирусные патогены, которые могут передаваться от летучих мышей к человеку. Чума, лептоспироз, а также филовирусы и коронавирусы. Как вытекает из проектных документов, США активно финансировали биологические проекты на Украине. Велись эксперименты по изучению переноса опасных заболеваний эктопаразитами, вшами и блохами. Даже не специалистам понятно, что такие эксперименты одни из самых безрассудных, так как они не дают возможности контролировать дальнейшее развитие ситуации. Аналогичные исследования с использованием блох и вшей как агентов биооружия проводились в 40-е годы
печально известным отрядом 731 японской армии, члены которого, к слову, нашли прибежище в США и избежали правосудия. Украина обладает уникальным географическим положением, где пересекаются целый ряд миграционных путей потенциальных переносчиков опасных заболеваний, многие из которых пролегают через территорию России и Восточной Европы. Упомянутые мной исследования проводились в самом центре Восточной Европы и в непосредственной близости от границ России. Как свидетельствуют полученные данные, птиц, окольцованных и выпущенных в ходе биоисследований из Херсонского заповедника, отловили в Ивановской и Воронежской областях Российской Федерации. Анализ материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харьков за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей. Мы не знаем, какова дальнейшая судьба этих опасных биоматериалов и каковы будут последствия того, что они безо всякого международного контроля растворятся, и не исключено, что на просторах Европы. В любом случае, высок риск исхищения для использования в террористических целях или для продажи на черном рынке. Под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, большинство из которых относятся к славянскому этносу. Всем известно, с какой щепетильностью на Западе относятся к передаче за границу биоматериалов граждан западных стран. И неспроста, ведь в теории могут быть созданы биоагенты, способные избирательно поражать различные этнические группы. При этом деятельность биологических лабораторий, активность которых мы отмечаем с 2014 года, и реализуемая Соединенными Штатами программа так называемого реформирования украинской системы здравоохранения, привели к неуправляемому росту заболеваемости на Украине особо опасными и экономически значимыми инфекциями. Фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. Заболеваемость корью увеличилась более чем в 100 раз. Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита. Есть свидетельства и о том, что в Харькове, где находится одна из таких лабораторий, в январе 2016 года от свиного гриппа умерли 20 украинских солдат. Еще 200 были госпитализированы. К марту того же года на Украине от свиного гриппа умерли уже 364 человека. Регулярными на Украине стали вспышки африканской чумы свиней. В 2019 году была зафиксирована вспышка болезни по симптомам, схожей с чумой. В то время как военно-биологические исследования на территории самих США были свернуты из-за опасности для американского населения, киевские власти, по сути, дали добро на превращение своей страны в испытательный полигон и использование жителей Украины в качестве потенциальных подопытных. Эти эксперименты с потенциальным риском в масштабах страны продолжались годами. Видим в этом еще одно подтверждение чудовищного цинизма западных кураторов Киева, которые на всех углах трубят о том, что как их заботит судьба украинского народа. Если верить данным агентства Reuters, то Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Украине уничтожить имеющиеся особо опасные патогены во избежание утечек, которые могут привести к распространению болезней среди населения. Выполнил ли эту рекомендацию Киев, неизвестно. Имеющиеся в распоряжении нашего Минобороны материалы подтверждают, что все серьезные исследования повышенной опасности в биолабораториях Украины проводились под непосредственным руководством специалистов из США, которые обладали дипломатическим иммунитетом.
Сейчас, по данным нашего Минобороны, киевский режим по требованию западных кураторов спешно заметает следы, чтобы к российской стороне не попали прямые свидетельства нарушения США и Украины статьи 1 КБТУ. Происходит экстренное сворачивание биологических программ. Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях. При этом анализ инструкций должностным лицам лабораторий свидетельствует о том, что порядок ликвидации коллекций направлен на их безвозвратное уничтожение. Анализ актов уничтожения показывает, что только во Львове было уничтожено 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 с тулеремией, 10 с бруцеллезом, 5 с чумой. Всего более 320 емкостей. Номенклатура и избыточное количество патогенов дают основание полагать, что работы проводились в рамках военно-биологических программ. Хотел бы отдельно обратиться к коллегам из Европы. Под боком Евросоюза все эти годы существовал полигон для крайне опасных биологических испытаний. Призываем задуматься о вполне реальной биологической угрозе для населения европейских стран, которую могут породить бесконтрольное расползание биоагентов из Украины, которое, как показал опыт COVID-19, невозможно остановить. И при таком сценарии накроет всю Европу. Представители США путаются в показаниях насчет вовлеченности США в военно-биологическую деятельность на территории Украины. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд фактически подтвердила факт ведения в украинских биолабораториях опасных исследований военной направленности в ходе слушаний в Конгрессе 8 марта. На прямой вопрос сенатора Марко Рубио о наличии на Украине биологического или химического оружия она ответила, что там есть, цитирую, исследовательские структуры, которые не должны попасть в руки российских вооруженных сил. Конец цитаты. При этом Госдепартамент продолжает настаивать, что на территории Украины якобы нет подконтрольных США биолабораторий. В связи с этим хотели бы задать американской делегации вопрос. Как с этим вашим утверждением стыкуется соглашение от 2005 года между Минобороны США и Минздравом Украины о сотрудничестве в сфере распространения технологий и патогенов, которые могут быть использованы в разработке биооружия? Этот документ есть в открытом доступе в интернете. В соответствии со статьей 3 этого соглашения, Минобороны США может, цитирую, оказывать Минздраву Украины поддержку в области совместных биологических исследований, определения угроз от биологических агентов и выработки ответа на них. Применительно к, снова цитирую, опасным патогенам, размещенным на объектах на территории Украины. Хотим подчеркнуть, биологические угрозы в силу своей природы не знают границ. Сегодня ни один регион мира не может чувствовать себя в безопасности. Соединенные Штаты курируют несколько сотен биолабораторий, расположенных в 30 странах, в том числе на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии, а также по периметру бывшего СССР. Поставить их под международную верификацию Вашингтон категорически отказывается, блокируя с 2001 года выработку юридически обязывающего протокола КБТО о создании эффективного механизма верификации соблюдения государствами этой конвенции. Это не может не наводить на мысль, что Соединенным Штатам есть что скрывать. Призываю коллег из этих регионов задуматься, какую деятельность Вашингтон осуществляет на их территории и каковы будут последствия для населения. Мы предвидим реакцию наших западных коллег, которые сегодня наверняка будут заявлять, что вся эта информация – фейк и российская пропаганда. Но это самовнушение вряд ли поможет европейскому населению в случае вспышек на Украине и в сопредельных государствах с последующим расползанием за их пределы опасных заболеваний. А риск этого весьма реален с учетом того интереса, который
которые радикальные националистические группировки на Украине проявляют к проводившимся там в интересах Минобороны США работам с опасными патогенами. Нам известно и о том, что в случае любых таких инициатив Пентагон прямо рекомендовал своим украинским подопечным незамедлительно обвинить вооруженные силы Российской Федерации, якобы наносящие удары по научно-исследовательским и медицинским учреждениям, либо увязать инциденты с деятельностью российских диверсионных групп. Минобороны России продолжает непрерывно анализировать биологическую обстановку на территории Украины и поступающие материалы. То, что мы рассказали сегодня, лишь малая толика из имеющихся у нас сведений. Подробную информацию мы распространим в самое ближайшее время в качестве официального документа Совета Безопасности ООН, и вы сможете ее изучить. Мы считаем своим долгом держать Совет Безопасности в курсе ситуации с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, создающей реальные риски для международного мира и безопасности, и намерены вернуться к обсуждению этой темы уже в ближайшее время.